Всем привет! С вами Иван Хорев и Кирилл Сухов. Сегодня мы расскажем о немецком истребителе 6-го уровня Focke-Wulf 190А5. Это высокоскоростная машина с неплохим вооружением, которая отлично приспособлена к боям на вертикали. Предыдущий самолет ветки Focke-Wulf 190V. От него наш герой унаследовал крыльевые пушки МГФФ, а также их модификацию. В общем и целом, А5 — это улучшенный вариант своего предшественника. Он летает быстрее и выше, отлично набирает высоту, да и по вооружению превосходит V-версию. Единственное, что у нашего героя хуже — это маневренность. Но с такими-то пушками и скоростными характеристиками это далеко не главное. Впрочем, не будем зацикливаться только на двух самолетах. Сравним наш А5 с одноуровневыми истребителями. С прочностью все просто. Ее у нас много. Крепче на уровне будет только Корсар с топовым фюзеляжем. А вот с вооружением имеет смысл разобраться подробнее. Оно напрямую влияет на скоростные характеристики и стиль боя. В более тяжелой конфигурации с 4 пушками самолет имеет самую высокую огневую мощь на уровне и весьма среднюю скорость. Но если ограничиться двумя 13-мм пулеметами и базовыми синхронными пушками, то по скорости мы займем второе место на уровне, проиграв лишь американскому Mustang P-51A, и сохраним при этом достаточную огневую мощь. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. А5 слабо приспособлен к боям на горизонталях. Даже в самой легкой конфигурации он имеет неприлично большое время виража среди истребителей. Кстати, наш герой — один из двух самолетов ветки, который способен нести ракеты. Но ставить их мы не рекомендуем. С подвесным вооружением машина растеряет последние остатки маневренности. Впрочем, хватит сравнивать цифры. Лучшая проверка — это проверка боем. И вот нас забросило в верхнюю часть списка. Замечательно. Сразу после старта необходимо занять высоту побольше, примерно в 2 километра. Но не лезть вперед, а подождать, пока самолеты противника пойдут в атаку. Высокая скорость пикирования позволит нам догнать и сбить любого врага. Помним, что скорость и высота — залог нашего преимущества. Поэтому в первую очередь нам нужно убрать конкурентов, чтобы те не мешали этой самой высотой пользоваться. Так что будем уничтожать скоростные и высотные самолеты противника. Поскольку виражем мы не самым лучшим образом, то атаковать красненьких будем на проходах или сходящихся курсах. Против быстрых, но слабо вооруженных противников можно идти в лобовую, но только аккуратно. В итоге нам нужно расчистить от врагов верхние эшелоны и обеспечить комфортное продолжение боя. После первого столкновения, когда самые торопливые будут сбиты, а бой переместится ближе к земле, стоит занять высоту примерно в 1,5 километра или чуть выше. Отсюда можно успешно пикировать на цели, находясь вне досягаемости большинства оставшихся истребителей противника. И ни в коем случае не ввязываемся в виражный бой. А если нам на хвост сел маневренный противник, отрываемся от него на форсаже и свечку уходим на высоту, занимаем выгодную позицию и атакуем свежеиспеченную жертву. Со штурмовиками бороться проще всего. Однако не стоит удобно устраиваться у них на хвосте. Собьют. Стараемся также работать на проходах, а главное — никаких лобовых атак. Впрочем, бывает и так, что выходим в бой мы далеко не в топе списка, но не стоит отчаиваться. Большая высотность и скорость в совокупности с мощным вооружением позволяет нам эффективно поддерживать союзные истребители старших уровней на верхних эшелонах или заниматься прикрытием штурмовиков на средних высотах. Несколько слов про наземные цели. Тут все непросто. С одной стороны, наша машина — истребитель, ее основная цель — сбивать врагов. Но с другой, если преимущество в бою на стороне противника и быстро растет, угрожая поражением, мы вполне можем отвлечься от охоты, добить поврежденную наземку и сбить накопленное врагом превосходство. Что можно сказать, подводя итог? В отличие от своего предшественника, Focke-Wulf 190А5 обладает гораздо большей гибкостью в бою вне зависимости от конфигурации. И неважно, какой стиль боя вы предпочитаете — стремительные атаки с короткими и точными очередями или поливание врагов градом пули. Этот самолет позволит эффективно реализовать и то, и другое.